То, что ты после этого придешь на рабочее место, и ты как бы там какие-то знания, ну и короче там и из этого да. Можно начать работать в профессии, типа, не только потому что есть бумажка и диплом, а потому что у тебя определенные навыки есть, знания, да, с которыми можно начать переучиваться. Эту профессию, да, а так-то получается, вы там ничего не делаете, то есть ничего не произойдет, да, я понимаю. Ну это так, абстрактный просто вопрос, да. Надоело. Так вот, ну нет, надо от себя отталкиваться, но я вот отталкивался от себя. Фортепиано, все остальное довеском. Это не значит плохо, просто ну по идее так вот, нет, у меня путь музыки, понимаешь, да, то есть, ну и самопознание, скажем так, типа, может это абстрактно как-то так, долгий разговор, просто это все. Я тебя понимаю, и ты меня тебя понял уже просто, да. Но я не думал, что до такого дойдет просто, да. А как бы да, потому что не уже давно должен кто-нибудь должен меня уже взять на работу. А, понимаете, что? Я понимаю, это вот не надо, вот это вот не надо начинать. Хочешь, я тебе вот сказал, как бы, когда... Я тебе говорю, я пришел, как быть Скрябиным, понимаешь? Вот, ну, вот так вот, да. На теорию, потому что оттуда можно композиторством заниматься, понимаешь? А ты не можешь быть композитором нормально. Ну, я уж просто так уж говорю, да. Да, понимаете, надо. Наоборот, ну, и просто потому что это... Ну, как бы так вот все совпало как-то, да. Тут надо бы как-то, ну все равно как бы жизнь, да, понимает, но неопределенность, есть роковая, да. Ну она не роковая, просто да. Почему да, наверное, да. Ну так и есть, потому что да, просто поймет просто все говорил, да. Наоборот, ну красиво так и думает, да, да, типа так. Ну и что, ну и что ты говоришь, что ты обо мне знаешь, что я не знаю,
меня денег, я безработный, понимаешь, у меня денег нет на это даже. Они не понимают даже. Ну да, да. Не понимаешь, вообще нет, значит. Я думаю, что да, я говорю, либо стоит, либо не стоит. Не стоит, да, да, понимаешь. Не знаю, это мне это непонятно. Мне непонятно это. То есть ты абстрактно работаешь кем угодно. Яндекс, еда какой-нибудь там, еще лох какой-нибудь. Неважно кем, ну там, дворник, шморник, да мне вообще похер, потому что я не дворник, я с высшим образованием. Да, я просто тебе объясняю, что ты работаешь кем попало. Вот кто вот самый там, какой-нибудь грузчик, шмущик, которого завтра бот какой-нибудь заменит. Какой-нибудь вот, не знаю, разноситель воды, который завтра водопровод уже сделают. Ну и достал уже просто. Любая профессия, которая скоро не будет. Вот. Понимает он. Наборщик текста, который не нужен никому, например. Почему они до сих пор пишут это? Ну это понятно, что это специально так, да. То есть как бы да. То есть еще какая-нибудь дрянь, да. Ну типа да. И как бы и что? Кому это нафиг надо? То есть и лучше быть безработным, наверное. И с той целью, чтобы время свое тратить на что-то такое, да. Нет, безработным быть это нехорошо. Просто вот я не понимаю. Ну докажи мне, что лучше быть наборщиком текста или еще и там как бы да. Да, учитывая все, да, ну, может быть, ну не знаю, ну, не знаю. Время у тебя одно, но не резиновое, понимаешь, да? У тебя вот один момент, и ты можешь, да, понимаешь. Ну да, правильно понимаешь. Если за профессию не платят, то есть если она больше не нужна людям, да, то есть то все, ты никто, понимаешь? Да, то есть, ну, тебе переквалифицируешься в другую. Это все мелочи, потому что специальная область действия, там, да, ну, понимает. То, что, да, что покупают, короче. Что вот ты покупаешь? Ты идешь смотреть свои доходы. Ты за жилье будешь платить обязательно, там, да, там, бла-бла-бла. Может, это и есть лучшая профессия. Понимаю, там просто реально работа Потому что любой лох может дирижировать хором, понимаешь? Там ничего сложного, там нет даже технологии никакой, там учиться нечему, понимаешь? Ну да, просто, ну да. Ну уж простите. Руководить там, да, там нужны руководительские обязанности, бла-бла-бла. Понимаешь? У меня другие планы были, я про это даже не знал. Я знал, что Скрябин этому, то есть как бы, и знаете, как бы не живая. Да, понимаешь? Для космической, пусть будет музыка космос, как хочешь, как-то так. Если ты сам не владеешь, да, не получится ничего у тебя.
есть он самый, да? Думаешь, что да, вот это и есть он самый, да. Ну что теперь? Да, серьезно. Нет, наоборот. Там зимой, говорит, зимой не идут. Силов не хватает, что ли? Кого не хватает? Нормально, нет, как, конечно. Наоборот. Хватает, не хватает, пора тебе. Ничего не надо, да, да. О себе думаю. Что я везде написал, никому не нужен просто, и все, да. Нет, кому нужно, они затыкаются как-то, да, что-то. Что, за всеми бегаешь, что ли? Понимаю. Ну нет, ну сам надо этих в Москву уезжать.
я бы хотел бы так, конечно, сказать, но что делать? Я просто играть не умею, я 22 года за инструмент сел, понимаешь, да? Вот, поэтому у меня нету времени ни на алкоголь, ни на что-то. И у меня еще характер Марат Губаевский, так что да, ну, или свой Черновский, да. Ну, я не к тому, что я хорошо играю или что-то такое, да. Я к тому, что долго пьет, просто нет, да, понимаете. А это, ой, да. Не понимает русских слов просто. Это у меня шоу такое, вечерний Губаев, там, это Ургант, кто угодно. А у меня круглосуточный просто, да. Оно бесплатно, ну, 10 рублей мне заплатили. Еще там деньги какие-то были, но это мама, наверное, послала, просто не признается. Так что, как бы, ну, номинально 510. На самом деле 10. Так что, ну вот так вот, да, так и живем. Доживаем такое, да, шутка, конечно. Как видишь, не знаю, как это. А мне не жалко, понимаешь, это не то, что, ну, понимаешь, это мужской удел, мужской быть публичным человеком. Даже пусть какой-то вульгар, то есть, да. Ну, урок, шмурок, мне вообще похер. То есть, как хочешь, публичность это мужская тема. Это полезно не только тебе, это полезно всем. Но у женщин, я считаю так, я не только считаю, я просто точно почти что уверен на 100%, ну ладно, я убежден, пусть даже так, что у женщин наоборот, да. Вот стеснительность, скромность, там, душа моя, то есть как огонек там какой-то внутри, неважно. То есть уже скромность, да. А у мужика, ну, скромность, то есть это другой уровень, как бы, ну, наглость, не зря же говорят такое, но это преступники говорят, наглость, я понимаю. То есть решительность, да, то есть за любую решительность надо платить. Да? То есть ты это платишь, ты должен впаиваться туда и пахать это. Хомут одеваешь и пашешь сам себя только, да. Типа, нет, в чужой хомут ты не залезешь. Там 8 часов и все, и ты свободен. Даже тебя надели на тебя хомут, ты раб, а голова у тебя свободная. То есть, да, понимаешь, он тебя. Да, то есть воля твоя на самом деле всегда, да. Понимаешь, да. То есть ты можешь по ночам книги читать или план побега строить, или еще что-нибудь, даже не побега, а просто или быть мудрым человеком и покладистым, и научиться играть, там, да, и стать каким-нибудь хорошим артистом, музыкантом или еще кем-нибудь там, начальником, да, или большим, да, то есть, понимаешь, да, человеком мира, как бы, да, понимаешь, человеком дела, да, ну, мужиком, короче, да, понимаешь, да, ну, реально так, понимаешь, никого не убивая при этом, как бы, так что ты, наоборот, освобождая себя, да. И давай, да, типа того, поймешь, да, правила жизни, ну все знают это, да. Ну вот, я тебе говорю, публичность это исключительно мужская тема, а женщине это все зло, да. Поэтому, ну вот так вот, почему нет. Ну это вот, ну, ничего страшного, отрабатывать, да, то есть у тебя, значит, что-то не хватает там, да, поймешь, да. Ну вот это, себя так думает, просто, да. Ну, это, да, это я тебе не советую, я просто безработный, я уже это безысходность, как бы, да, так сказать. Ну, не совсем, ну, не так, ладно, по-другому. Безработный, просто все. Ну, не то, что особо нечем, ну, нет, не в этом дело. Оно того стоит, просто, все равно. Отработаешь как-то, ну, не важно, надоел уже просто. Ну, нет, вот это иметь в виду, нет, это не надо, это как бы, наверное, не знаю.
есть, но надо еще научиться это делать, правильно, потому что, то есть тренировка, то есть мужская тема, крепкость, откуда берется крепость воли, там, и так далее, осознанность, да? И потом все это становится как вроде как это все понарошку, пока ты, наверное. У нас в семье так принято было. Так делаем. Ну, быстро. Лоу. Женя, привет. Привет, мам, да. Как у тебя дела? Так, тихонько. Ты постригся? Постриг себя, да, постриг. Молодец, молодец. Я просто сын до сих пор еще на работе, и когда освобожусь, не знаю. Сегодня, наверное, я не приеду. Завтра я буду дома целый день. Может быть, ты соизволишь, ко мне приедешь? Что значит, что изволишь? Просто, Ну, имеется... я понимаю. Ну, не знаю, я пока. Я как занимаюсь, я работаю еще. Я понимаю, если ты сможешь приехать, то, пожалуйста, извести меня об этом с самого утра. Ладно. Чтобы я, вообще знала, что ты приедешь, и что невкусное сготовила там что-то. В общем так, если ты не сможешь по какой-то причине приехать, то тогда я в пятницу обязательно к тебе приеду. Потому что, видишь, вот тут оказалось, что работы надо кое-что сделать. Я очень рада, что работа есть. Вот. До сих пор на работе. Ладно, все у тебя хорошо, пока кушать все есть? Ну, что-то есть, да. Ладно. Ну все тогда, давай, если что, пиши, звони. Ладно, давай, пока. Угу. Видишь, как бы, я согласен. Да. Но я уже просто, у меня одна только жизнь, понимаешь? И меня так отец меня так воспитал, что я не жениться, ничего, у меня ничего нормального как бы нет. Да. Ну я не сваливаю, я просто не знаю. Ну или я такой сам по себе человек, да. Какая нахер разница? Все равно жизнь одна, да, понимаешь? У моей мамы другая понимаешь. Это меня не касается. Да. Ну это все смешно, да, понимаешь? Ну что теперь сделаешь? Вот такие вот моменты тоже, да. Такой вот я, точнее, да.
Это да, круто, видимо, да. Ну, вот, и есть такое, да, понимаешь, и упертость, не знаю, да. Ну, это черта, да. Ты умер, тебя не стало, тоже вариант. Вариант, конечно. Вот, я шутил просто так. Ну, да. Надо что-нибудь поесть, пузо, брюхо там, да. Что-нибудь это значит что-нибудь, что-нибудь это значит что. Что-то у меня вот какая-то самое. Ну нет, он также говорит тоже о себе просто, да. То есть, ну, да, он да, понял просто о себе так говорит. Да, да, понял. Это очень интересно, кстати. Там, это вообще потрясающе. Ладно, день. Понимаю. Ну, наоборот. Вот так всю жизнь, как собака просто, да. Ну, наоборот, да. Ну, что теперь сделаешь? Ну, нет, надо красоты жил так вот, да, до красоты жил, да. Чего дошел? Ну ничего страшного, есть профессии такие, правильно? Профессии надо работать. Бота потенциал. Для меня это ступень просто, ну как хочешь. Наоборот, потому что, ну наоборот, потому что надо понимать. По идее это все жутко устарело уже, я понимаю. Ну да. То есть ты будешь овладевать до какой? Начать надо деньги для начала зарабатывать, а потом как? Да. Как вот научиться? Научиться? Ну да. Может быть, меня должно закосило уже. Хорошо, может быть есть какой-то потенциал, да. Да. Главное, что-то вот видишь, у меня этой категории тоже нет практически. Я папа. Гена. Ну, Гена говорит, это Гена. Тоже так хочется какое-то это самое, как говорится. А да откуда ты взялся? Ну да, такой, ну. Нет, здесь болезнь. Ну и да, тоже так. Ой, мама, что я играю вообще такое? Где я вообще?
Вообще, так нет, на себе вот это мило. А, болтаешь, познакомились, ну, типа того, снимаешь все время, что-то, да. Ну и что, и в чем твоя проблема? Постепенно, ну и что дальше? Да не, ну, и что ты хочешь сказать этим? Тебе-то какое дело до моей личной жизни? Я безработный, работающий, и что дальше? Наоборот. Видео у тебя будет плохое. В чем твоя проблема? Может, что ты пристала ко мне? То есть она как-то относится ко мне, что ли? К мы? Заткнись просто, все. Ну, что тебе надо-то? Так нет. Вот это вот имеет в виду. И что? Почему я не... И что дальше? И что? И что теперь? Какая безопасность? Что ты мне угрожаешь? В чем твоя проблема? Я понял, просто... Ты опять что ли с своими этими будешь ахинеей? Достал уже просто. Ну что? Давай, ну смотри. Тебе посылают смс-ки там какие-то, кто-то что-то там увидел и так далее. И что, как это относится? Ты о чем вообще говоришь? Ты бредишь, что ли? В своем уме? Нет. Не смотри тогда мое частное территорию видео. Давай не смотри дальше, что-то. Да, это. Ну нет. Ну, ага, вот это что ли. Ой, я уже забыл даже. Не выложил просто так на свободно читать. Ну что-то в этом есть. Ну не, вот так вот. Нет, это не надо. На себя-то посмотри, на себя-то посмотри. О себе он так думает, да.
столько хватило ума, ну оказывается, не оказывается, можно еще уж, ну еще не догадаешь. Ну, понимаете? Ну и что, если, ну он на себе вот это и говорит. Ну все, бросай, иди деньги заработай, работай справедливо. Ну и что, и зачем мне это? Ну хорошо, я сейчас даже не буду спорить просто, да. Да. Просто вас послушаю, как бы, да. Чтобы разделиться, что ли, потом, да, не знаю, я просто так, да. Ну да, давай так просто, смотри, 10 лет я уже, ну не 10 лет, с 22-летнего возраста, значит 15 уже лет. Да это и больше, да. Вообще больше, как бы, да, в целом месяце. Ну, в смысле, профессионально, так скажем, да, меньше получилось, да. Не важно. Судя просто, что есть все эти годы, ну 15 лет, да. Я тебе, ну профессионально это значит, что я как бы, ну, типа того, учебно-познавательный и даже зарабатывать. Сейчас я все это брошу и пойду работать. Не надо говорить, потому что так было, да. Нет, не зачем. Ну нет, это я все уже, ну понял тебя, да, я так и думаю. Чё ты? Чё трещишь? Чё ты? Калагрифскому. Нравится тебе? Это про меня прямо, да? Нет? Всего лишь про меня. Не, я тебе говорю, блин, просто меня уже заблуждение, просто, да, запутал уже. Ну да, запихалось. Не знаю, малиновый. Моя работа должна быть, понимаешь, такая, что вот пианистическая, чтобы я такой через 5 лет, а у меня что-нибудь там, куча дипломов фортепианных каких-нибудь, там, это мне до кучи, как бы там, понятно, меня не интересует учить, ну и что, они мне будут помогать как бы свое делать только, да, ну понимаешь, долго просто разговор, да, ну к примеру я тебе говорю, да, то есть через 5 лет ты такой очнулся и, блин, охереть просто, да, и я, оказывается, играю пианист еще чуть-чуть, и ты уже как бы, да. Понимаешь, да. Уже покойник, говорит, народу, я понял, да. Ну, да, да. Ну, я согласен, но время такая падла, которая идет очень незаметно, понимаешь? Как бы, он про себя так говорит, да. Да, да. То есть, да, понял. Но это просто у нас так, потому что мы гUBAEVEVGENIYMAR, вообще как бы другой вариант тоже возможен, да. Но тем не менее, пока мало известен, так сказать, да. Ну не надо, чем так сказать. Ну просто, ну не знаю, ладно, поехал. Короче говоря, надо быть одной, значит, да.
Он домой зайти. Да не важно куда, надо да. Смотри, это не сложно, да? Я вот здесь в Ижевске пользуюсь этой штукой, купил ее за копейки, давно причем. Кстати, она еще на состойке очень. Даже пишет. Причем изготовлен стержень в другом месте, а эта штука в третьем месте. Понимаешь? И я не понимаю это, ну она тебе так говорит, да. Ну просто так уже. Да. Какая разница куда? Да, уехал, работаешь, наверное. Работаю, надо. Ну и сам. Ну да. Меня не интересует Колым, понимаешь? Просто стоит, ну это другое, да. Самостоятельность, нет, это как бы просто, чтобы, самостоятельность, ну да, это не важно мне, потому что это, да, понял. Нет, работа меня интересует, понимаешь? Это первое. Я готов, в принципе, любое унижение, могу сказать. Ну, как бы стерпеть, ну, просто проигнорировать или, да. Интервьюировать себя, чтобы, да, как угодно, короче. Оно как бы все, то есть, это нормально. А то, что ты, твоя цель, ну, то есть, там, ну, поняла тебя. Да. Это нормально, это по-мужски, понимаешь? Хотя смиряться это вообще не по-мужски, так, в целом. Ну, бывает, сейчас ты, ну, ты совсем не сможешь не смиряться. Возможно, даже как вот с женщиной, да? То есть ты и эту там попробовал, там пощупал, туда засунул, там переночевал, как говорится, там рисовал, как бы брать, понимает, да, типа того, да. Потому что такая чисто должна быть, да. Ну да. Хорошее же, потому что, ну да. Вот я говорю, я в принципе это все хорошее вроде говорю, вроде как. Я не знаю, не знаю. Ладно, поехал. Зовут себя умом, не говорите здесь штучки. Ну, женщина, понимаешь? Да. Ну да, понимаю. Ну да. Наверное. Ладно, все, поехал. Родная. Ну, к сожалению, со стороны так и так. Ну, да. Нет. Ну, а-ля повадство на бум, как бы вот как, типа, понимаешь, русская традиция. Она все равно требует заполнения, да, то есть работы, так сказать. Ну, тут важно намерение. Тебе есть зачем это делать или нет? Если ты убьешь себя, да. Ну да. Уважаешь ты эту жизнь, или ты умрешь просто, да. Наверное, у всех свои, у китайцев свои, в принципе, да. Ну, китайцы это ого, ну что-то, нет что ли, нет, наоборот. Нет, они да, понимаете. Ну ладно, по-разному, ну может и так даже. Ладно, все, поехал спать. Rendez fantastique. Работать надо.
будет такой как-то? Не знаю. Ну, наверное, я понял. Работает. Упаковку колбас, когтеточку, цветные кораллы, лежанку в виде коалы и для попугая зерно. Ну что, все довольны? Do you know what the best thing about Mario is? The reason why Nintendo's mustachioed mascot managed to take over not just platforming, not just video games, but global culture as well? It's because his games are just so damn happy. Whether it's the chirpy, catchy tunes, Charles Martinet's iconic whoos and yippies, or the bright, expressive art style, Nintendo have got making the player feel good down to an absolute science. This stuff doesn't just come across in the aesthetics either. A sense of fun is hard-baked into Mario's moveset and level design as well. For a platforming character, Mario has a massive array of moves at his disposal. He's got long jumps, side flips, spin jumps, butt slams, triple jumps, wall kicks, and a bunch more moves that I won't bother to list. But because Nintendo uses context-sensitive commands, players only need a grand total of 3 buttons of the control stick to open up an incredibly versatile toolset. Flicking the control stick turns a regular jump into a flip, crouching as you run creates a long jump, and jumping against the wall kicks you off it instead. This is combined with Mario's absurd levels of air control and a variety of game-specific gimmicks like Flood or Cappy to create platforming that feels fun, accessible, and expressive. This design trend is reflected in the level design too. Mario levels are usually made of wide open spaces with varying terrain for you to run around in, and even at their trickiest, Nintendo always gives players a lot of margin for error and recovery through clever use of Mario's moves, rather than requiring pixel-perfect precision. And of course, Mario's not alone here. The characters in Yacht Club Shovel Knight all evoke specific feelings through the fun of their core abilities. Shovel Knight's use of vertical space against bigger foes through his bounce makes him feel like a heroic underdog. Spectre Knight's diagonal strike and wall climbing make him feel like an unstoppable badass, and King Knight's shoulder barge gives him this brilliant sense of chaotic momentum, joy, and abilities. Shovel Knight's use of vertical space against bigger foes through his bounce makes him feel like a heroic underdog. Spectre Knight's diagonal strike and wall climbing make him feel like an unstoppable badass, and King Knight's shoulder barge gives him this brilliant sense of chaotic momentum. Joy and fun are fantastic ways to make everyone feel welcome and to create an atmosphere which encourages a whimsical, experimental attitude to play. But it's not the only way to do things. A huge variety of games work not because they deal with positive emotions like exhilaration or wonder, but because they orient themselves around negative ones like stress, regret, or even frustration. It seems illogical. Games are supposed to be fun, right? But by putting players into different emotional states, games can create totally different kinds of experiences that they never could if we were having Mario-style whimsical fun all the time. This is a topic that I could really explain using any genre. After all, shooters are great at leveraging a sense of cathartic rage, and horror games, get this, sometimes make you scared. I think platformers are a great fit though, because not only do they span the entire emotional spectrum, but also because their core gameplay is usually incredibly simple and relies mostly on intuitive, instinctual, low-level decision-making skills. Compared to something like a strategy game, which are very abstract and involve long-term, big-picture thinking, platformers have you acting and thinking in the moment, usually about a single character, which makes them great candidates for a bit of emotional manipulation. And no game is better at emotional manipulation than Celeste, a critically acclaimed platformer from a few years back that's all about dealing with anxiety. In Celeste, Madeline has got 3 main abilities. A little springy jump, a mid-air dash that turns her hair blue and recharges once you're on safe ground, and the ability to climb, which eats up a hidden stamina gauge. In the initial stages of your trip up Celeste Mountain, you'll come to rely on your dash and climb as a way of hopping you up onto patches of safe territory at the end of a short platforming segment or recovering from a botched approach. But as the game progresses and the levels get harder and harder, safe areas where you can recharge your abilities become fewer and far between, and it's here that Celeste really starts to ramp up the pressure. Rather than your abilities being a series of get-out-of-jail-free cards, they become part of a tense, stressful resource management challenge as you're forced to use up your precious dash and stamina to get further into a level, forcing you to platform the rest of the way without a safety net. Usually, the only way to regain your stamina mid-level is to hit a crystal, a spring, or one of these orbs, all of which pull you further away from safety and deeper into an anxiety-inducing platforming gauntlet. By switching up how and where you can recharge your abilities, Celeste can keep players constantly on edge.
Long endurance challenges across lots of easy jumps, but with no safe areas, provides a different sort of pressure to short bursts of intense platforming that pushes you to your limits and leaves you unable to catch your breath. As Celeste forces you to give up a feeling of control and safety in order to progress, it heightens the threat of failure and pushes you into overthinking each of your moves, which is more often than not exactly what ends up getting you killed. And no better is this represented than at the end of Chapter 2. Chapter 2, which is sight, gives you your first confrontation with the manifestation of Madeline's fear, regret, and self-loathing, who I'm going to call Madeline. Madeline's whole thing is that she chases you through each level, meaning that when she's around, there are no safe areas, as hanging around for too long, or backing out of a scary jump, means Madeline will simply catch up with you and take you out. This constant sense of threat means that the back half of Chapter 2 is a single extended panic attack that forces you into ever more dangerous situations with no chance to cool down. If Celeste ever lets up during this segment, then the effect will be lost. Instead, it keeps on pushing you further and further, and robs you of the luxury of methodically making your way through each level, which is probably what you've been doing so far. The entire chase is actually kind of easy, but it's the way Celeste scares you and makes you doubt yourself that makes it challenging, not necessarily the platforming itself. In fact, the way to beat not just this segment, but Celeste as a whole, is to acknowledge the fear and stress that the game deliberately induces in you, but rather than letting them overwhelm you or make you act out of blind panic, you should instead fall back on a sense of faith in your own abilities and a confidence that you can push forwards, even if you feel like you can't. Which is a piece of advice that's a pretty big part of the story as well. By using the structure of a game to get players into negative states of mind, the juxtaposition they feel when things do start going their way can make the eventual fun much more meaningful. But you've got to be sure to do it in a way that doesn't drive players off before they can get to the good bit. Celeste keeps you going with the promise of narrative resolution, but that's not the only strategy. Super Meat Boy is the start going their way can make the eventual fun much more meaningful. But you've got to be sure to do it in a way that doesn't drive players off before they can get to the good bit. Celeste keeps you going with the promise of narrative resolution, but that's not the only strategy. Super Meat Boy is the king of anger-inducing, masochistic platformers, and has absolutely no qualms about killing you over and over again. This can get kind of disheartening, particularly when you get stuck and spend ages grinding away at the same level. But when you do eventually beat it, Super Meat Boy cleverly shows you just how far you've come by overlaying all your previous attempts over each other until only the lucky surviving Meat Boy is left. This moment feels great every single time, and brilliantly galvanizes your resolve to do it all over again in the next level. Sonic the Hedgehog is a great example of how nailing that crucial flip from frustration to fun can be harder to execute than you think, even if all your ideas work in theory. Playing through a level in a Sonic game for the first time is, more often than not, going to be a kind of frustrating experience, even in the good ones. You'll miss shortcuts you never would have seen coming, fall down into the boring slow routes a lot because Sonic's weird momentum means it's hard to get back up to speed if you mess up, and on top of it all, you'll probably get a crummy score at the end for your trouble. Believe it or not, this frustration is key to Sonic's design, because unlike Mario, the levels in a Sonic game are designed to be replayed and optimized over and over again, rather than just enjoyed once or twice. Once you know what's coming and when, Sonic transforms into this amazing navigation challenge as you try to plot your way through each level on the fly, taking the right jumps and finding the right shortcuts to shave seconds off your time and shoot for the high score. The annoyance of missing this secret route in Chemical Plant Zone the first time around locks it into your memory, and so going back to get it next time feels even better. It's only once you can get good at playing each level that Sonic's weird momentum starts to make sense. The faster you go at Sonic, the better he feels to control, and so staying at top speed and effortlessly gliding through each level becomes the aim of the game. When Sonic works, and you're able to let loose by going really fast, but are also challenged to optimize your path through each level by mapping out how each route connects and intertwines, Sonic is a platformer like no other. Fortunately, this really only happens in a minority of the games, and even then, not all the time. Some Sonic games, like the original, never really let you out of that state of heavy sluggishness and constantly slow you down with mini puzzles and diversions that would be much better suited to a Mario game. And others, like the new Sonic Forces, are too simplistic, making the levels much more enjoyable to zoom through at the cost of making them shallow and no fun to navigate. Just kind of frustrating to slog through if you lose your rhythm. Sonic's kind of
uneven reputation is down to the fact that so many of his games forgot, or actively tried to avoid, the unique emotional quirk that made his classic games so iconic. While Sonic's weird physics and often unhelpful controls aren't anywhere near as intuitive as Mario's, they are an integral part of the experience. If Sonic didn't feel like it was made of lead, and if his levels didn't pull a few blink-and-you'll-miss-it tricks once in a while, the games wouldn't be nearly as satisfying to master, and there'd be no skill in maintaining that sense of momentum for as long as possible. When designing a platformer, it's very tempting to follow the Mario formula of fun and make it just as freeform and expressive as something Nintendo would design. But in doing so, you lose the ability to convey emotional nuance through the way your character, or characters, control. Speaking of platformers that involve playing as a girl who wants to go on a journey up a mountain as an obvious metaphor for personal growth, A Short Hike brilliantly communicates letting go of anxiety and the freedom of being in nature, not through its narrative or level design, but through the way Claire's movement abilities change over time. In A Short Hike, you'll quickly find that Claire's movement abilities seem to have been designed in such a way that makes it quite difficult to actually get around. Your jump is very weak, you walk slowly, and everywhere you go you'll be faced with these big walls and cliffs that are seemingly impossible to scale with your current capabilities. You also have an ability to glide, but with limited opportunities to gain any height, it's not particularly useful. So, what's the appeal of a platformer where your fundamental movement abilities feel so disempowering? Well, that's because they're not disempowering forever. Over time, you'll find these golden feathers, which give you the ability to run, climb, and do double, triple, quadruple, quintuple, you get the picture, jumps. And the more you collect, and the more you explore the island, the more liberating moving around it becomes. And crucially, the more useful your glide becomes. By the end of the game, you'll be soaring around the island from the highest peaks and easily maneuvering across terrain that was a real hassle before. Claire's disappointingly weak early game toolset gradually metamorphoses into one of the most empowering and smooth kits in any platformer ever, brilliantly representing her letting go of the problems that were literally weighing her down. Brothers, A Tale of Two Sons, sees you controlling two kids, one with each side of the controller, and getting your dominant and non-dominant hands to work together at the same time is incredibly difficult, and brilliantly conveys the feeling of two squabbling siblings struggling to cooperate. The big brother is the stronger of the two, and little bro is smaller and can squeeze through tight gaps, and most of the game's puzzles involve using the fiddly control scheme to get the right brother in the right place at the right time. As you slowly learn to master the controls, that fiddliness becomes emblematic of the brothers' interpersonal struggles, before gradually becoming easier and easier as they bond over the course of their adventure, with the younger brother needing help from his sibling when it comes to climbing or conquering his fear of water. A little mechanical quirk that blossomed beautifully towards the end of the game in a moment that everyone who's played Brothers is familiar with, and that I won't spoil. Play it for yourself. All the games I've talked about so far manipulate the player into experiencing negative emotions so that they can learn from the experience or appreciate being happy that much more later. However, games can absolutely still be memorable, compelling, and brilliantly designed without this reversal, and by doubling down on frustration and misery. The best example of this sort of design is in Bennett Foddy's games. You might recognise Getting Over It as the favourite of shouty Let's Play people a few years back, but behind that brutal difficulty is a game that's been deliberately crafted as the antithesis to a lot of modern game design trends, particularly in platformers. In Getting Over It, you play as a man called Diogenes who lives in a pot, and you've got to manoeuvre your way up a mountain using nothing more than a hammer. Yes, a hammer. Getting Over It is intensely frustrating to play. Using the mouse to control the cyclical motion of the hammer swings is incredibly unintuitive, and even getting over the first obstacle takes a while. Where the likes of Tomb Raider or Assassin's Creed make scaling walls an almost effortless cinematic affair, simply getting Diogenes to do what you want him to is a challenge in of itself. All of Bennett Foddy's games, from Quap to Grip to now Getting Over It, are completely uncompromising and offer you basically no help at all, and that means that your victories, as well as your failures, come entirely under your own power. And as a result, continue in spite of the outwardly hostile design and the objectively awful controls. The game isn't even particularly fun, because it's not really supposed to be. Getting Over It is an exercise in determination, in pushing through and something that goes out of its way not to be beaten. If Bennett Foddy himself stepped in and taught you how to do the little pogo stick trick, or how to get up this vertical shaft, or rewarded you with an achievement and a checkpoint when you did, then these victories would mean much less on personal level, and your struggle would have been less authentic. Whether it's Celeste's journey of self-discovery,
Sonic's iterative mastery, or the battle of wills at the heart of Ben and Folly's games, negative emotions aren't just a great storytelling tool, but they can also be a great motivator. By putting players under pressure, game designers challenge their audience to learn and change in order to reach their full potential. Without the occasional cheap death, you never develop the sense of awareness that's crucial to beating Dark Souls. And if the aliens in XCOM weren't always stronger and better equipped than you, there'd be no incentive to try and outthink them. By only engaging with one half of the emotional spectrum, we aren't just missing out on half of games, we're making it more difficult to appreciate all of them. Particularly in today's hard times, it's easy to stick to art that feels comfortable and puts us in a familiar frame of mind. Whether that's cozy, easy games, or masochistic, super hard stuff. But in reality, the only way to grow as people is to experience new things that don't just challenge your reflexes or your brain, but your ideas and your beliefs. Maybe Celeste will teach you how to stay cool under pressure, maybe a short hike will give you a new perspective on how to focus on the small things in life, and maybe getting over it will harden your resolve to persevere against insurmountable odds. Who knows? One thing is for sure though, if you want to make a game that speaks to players on an emotional level, make it about climbing mountains. Apparently. Who knew? Hi, hello, and welcome to that bit I do at the end of every video. What's up? You might have noticed I sound a bit different, and that's because I'm in a new house and have a completely different audio setup. It's not because I've been replaced by a near-perfect alien doppelganger, even if that would be the exact thing I say if I had been replaced by an alien doppelganger, which I must stress, isn't what happened. Anyway, let's talk about people you should subscribe to on YouTube, and this time it's Ed Botnick the, which is a bit of a weird name, but I guess I can't talk. And he's an animator who does these cool lo-fi 3D takes on Mario stuff, and there's also this Smash Bros thing. He's very good at what he does, and I just found him, so why don't you go and take a look over there as well? Finally, I need to thank my top-tier Patreon supporters for being so lovely and also giving me money. If you'd like to join them and get a shout-out of your own, please do check the description. Those people are Alex the Watch, Asaran, Aula94, Baxter Hill, Big Chess, Brian Motariani, Calvin Han. Не смешно, что ли? Наоборот, если вы победите, тогда что? Берут и берут, что замечательно. Нет, ну нет, наоборот, вот это она имеет в виду. Ну да. Ну нет, наоборот.